строим транспорт, мы новый транспорт строим. Они стоят посреди улицы, то есть они везде. В день нашей съемки вышло распоряжение губернатора убрать нахрен самокаты, чтобы их тут не было. Их просто всех прихлопнут. От машины, которая в шеринге, многие стараются в потоке держаться подальше. Не надо думать, что какая-то машина сделает там твою личность лучше или одежду дорогая. Это своп-вечеринка. Здесь обмениваются ненужными вещами. Превращается в отходы порядка 17 миллионов тонн еды. У вас есть возможность получить сервис бесплатно. Выбирайте. Когда о кливингах узнали, подумали, фактически это старая, добрая коммуналка. Сейчас будет небольшой культурный шок. Прошу. Мы можем говорить о том, что у людей становится меньше денег? То есть тебя подсаживают на крючок, и ты платишь все время. Привет, друзья! Если раньше весь городской хейт летом доставался в основном мотоциклистам, то, конечно, сейчас пальму первенства перехватили электросамокатчики. Этих самокатов сейчас полно в крупных городах. На них ездит кто попало, с умением ездить, без умения ездить, вот как у меня. Держа баланс, не держа баланс, вдвоем, втроем. И, в общем, как только пошли валом сообщения, правда, практически ежедневно про травмы, про пострадавших от электросамокатов, про самокатчиков, пешеходов, наши органы взялись регулировать. Регулировать у нас, как вы знаете, в первую очередь начали с обысков. В Санкт-Петербурге проведены обыски в самокатных конторах. Конечно, правил движения на электросамокатах в городах нет. Это проблема. Их нужно разрабатывать быстро, но совершенно непонятно, как в этом помогут обыски. Есть опасения, что сейчас мы так возьмемся за регулирование, что вообще кикшеринга самокатного может не остаться. В то время как это же в целом-то вещь полезная, как и любой шеринг, потому что им пользуются многие законопослушные, умеющие им пользоваться граждане, и каршерингом, и шерингом вещей, и фудшерингом, о котором мы сегодня поговорим. И в целом это выгодная, новая, крутая история. Она, кстати, сильно изменилась после ковида, потому что одни виды шеринга попритухли, другие, наоборот, воспряли. В общем, мы решили узнать, как сейчас дела в шеринге, и действительно ли это такая, прям новая отрасль экономики, которая позволяет людям экономить, особенно когда меньше денег становится. Или это в основном маркетинговые стратегии больших компаний, корпораций, которые под видом шеринга продают нам старую добрую аренду, старую добрую рассрочку платежей. И мы, покупаясь на яркую обложку, в целом платим как минимум не меньше, а может быть и больше. В общем, сегодня мы об этом поговорим. Один дисклеймер, прежде чем начнем. Здесь будет много брендов, включая вот этот. Это не рекламное размещение, никто нам не платил. И думаю, что не все, о чем мы будем говорить, этим брендам сегодня понравится. Я прочитал, что вуш — это потому, что ваш ребенок издавал этот звук, когда отталкивался на обычном самокате. Он так произносил. Уж. А можно измерить в самокатах объем вашего бизнеса? Сколько у вас самокатов? На текущий момент у нас более 30 тысяч. Почему только в этом году это стало так заметно? Это прям бросается в глаза в Москве и в Питере, кстати, тоже. Мы пытаемся достигнуть насыщения, чтобы где бы вы ни находились, в 200 метрах от вас был самокат. Только тогда экономика работает. Потому что тогда это можно воспринимать как транспорт, да, потому что вы уверены, что вы уедете. Потому что остановка общественного транспорта находится тоже... А вы это воспринимаете как транспорт? Мы исключительно транспорт строим. Или это, такой городской прикол? Не, вы что? Мы строим транспорт, мы новый транспорт строим. Велопрокат хорошо в Москве работает, он чуть-чуть работает в Петербурге и Краснодаре, но если говорить про другие города, то там, наверное, самокаты все-таки сейчас больше представлены. Самокаты бум, да, поездок на самокате больше сейчас, хотя сервис новый, а в чем чем на фишка? велосипедах. Легче порог входа. Это по всем странам, все исследования показывают, что на самокате проще начать поездку. Тебе не надо учиться, как на велосипеде, и, соответственно, люди легче... По крайней мере, тебе кажется, что не надо учиться. Да, хорошо, кажется, да.
Здесь они в Москве, мне объяснили, должны стоять привязанные к определенным вот Да. местам. А в остальных городах их прям можно бросить где угодно. Нет, нигде угодно. Ну, вообще в мире есть несколько моделей. Есть модель станционная, когда есть станция, да, ты приехал на станцию, поставил. Станционная модель требует там разворачивания большого количества инфраструктуры. Да. Но сама станция, она стоит достаточно денег. Плюс там, станция обычно строится не просто для того, чтобы парковать, а для того, чтобы еще и заряжать самокат и так далее. Ну, то есть такая штука, которая очень капиталоемкая. Чтоб ты понимал, я перед выпуском искала организованную парковку целый день. То есть как бы вот она есть вот здесь, и еще в одном месте, там на Марсом полюсе. А, ты поэтому здесь и назначила встречу, Да. потому что они тут Да, живут. потому что здесь они есть, в остальных местах они разбросаны. Вот, они стоят посреди улицы, то есть они везде. И пока совершенно непонятно, что с этим делать. Я прочитала весь договор от корки до корки. И насколько я поняла, вот Юрен точно не штрафует за оставление в ненужном месте, да, то есть можно просто оставить там, где не мешает людям, которые куда-то идут, да. Уж они штрафуют, но тоже не очень понятно, по какому принципу. Видимо, если кто-то настучал, то штрафуют. У нас пока так. В Москве уже несколько дней душно. Работать стало тяжело. И я решил внести в нашу офисную жизнь немного спонтанности. Так, братва, мы едем на пикник. Прямо сейчас. А летучка? По дороге. Так, Катя, на вас фрукты? Славян, на вас, напитки и закуски. И через полчаса внизу. Не надо на меня так смотреть. Команда, как вы знаете, у меня большая, а место, куда мы сейчас поедем, находится за городом. Так что не знаю, что бы я делал без моих друзей из Kia и их крутых подгонов. Это совершенно новый Kia Carnival. Новый и в плане модели, и в плане класса. С одной стороны, уже привычный нам дизайн кроссовера и увеличенный клиренс. С другой стороны, явно угадывается минивэн. Говорят, он очень вместительный и комфортный. Это мы сегодня и проверим. Уважаемые дамы и господа, мы рады приветствовать вас на борту нашего лайнера. По ощущениям, полет нормальный. Несмотря на свои размеры, Kia Carnival динамичный и хорошо управляемый. Он едет как обычный кроссовер. То есть у меня нет ощущения, что я управляю внедорожником или минивэном. Здесь, как и в моем Sorento, продвинутый комплекс интеллектуальных систем DriveWise. То есть мониторинг слепых зон, круиз-контроль. Так, пока едем, давайте тут обсудим наши текущие дела. Что у нас со следующим выпуском? Слушай, этого снимать не надо. О, кажется, мы приехали. Пока ребята готовятся к пикнику, я немного поиграюсь с нашей новой Kia. Здесь есть такая прикольная штука – трансформация салона. Сейчас объясню. Вот сейчас все ряды сидений, их здесь 3, расположены классическим образом по ходу движения. Есть второй вариант. Можно центральный ряд кресел развернуть на 180 градусов и разложить стол. У нас получится такая автопереговорка. И третий вариант – задний ряд кресел можно вообще сложить в пол, и мы получим дополнительное место в багажнике.
Ну что, всех поздравляю с наступившим летом. Расслабляться не будем, потому что работы у нас много. Но будем стараться время от времени выбираться на такие пикники. Ура! Ура! Ну а вам желаю отдохнуть как следует и отправиться в путешествие, о котором давно мечтали. Подробности о новом Kia Carnival ищите по ссылке в описании. А сколько стоит сам самокат? Нам самокат обходится чуть дешевле 100 тысяч сейчас в рублях. Если у меня его угоняют во время аренды, У вас я есть, должен вам 100 тысяч? Но сейчас штраф для пользователя у нас там 35, по-моему, тысяч за этот самокат. Но у нас есть страховка, то есть если вы по умолчанию не выключили страховку, то отвечает за это не вы, а отвечает за это страховая компания. Как ущерб. Предполагаю, что многие выключают. Многие выключают, да. И тогда они должны практически стоимость самоката. Тогда они, да. Ты много раз говорил про то, что опасное вождение нужно признать преступлением. Ты вообще против автомобилей. Я не могу тебя не спросить. А езду на электросамокате со скоростью 30 км в час, тем более выше, нужно признать в городе опасным вождением? Это не совсем то же самое, потому что машина все-таки несет больше угроз. Да? Мы же, когда говорим опасное вождение, да, мы имеем в виду, что человек может кого-то убить. Вот. А покалечить типа нормально? Нет, ненормально, конечно. Ну, просто самокаты разные бывают. Если мы говорим про эти тяжелые прокатные самокаты, которые вот сейчас они там весят по 20-30 килограмм, да, то такой большой тяжелый самокат при наезде, он убивает человека. Кстати, я вот как раз недавно смотрел статистику. По-моему, в прошлом году было 6 смертей, вот, связанных как раз с электросамокатом. Здесь ты прав, да, это надо регулировать. Но только ты говоришь 30 км в час, у них у всех ограничений 25. Ну, у прокатных, да. А у личных, как мы знаем, может быть и больше 30. Да, там и 50, и даже некоторые под сотню разгоняются, конечно, да. Это надо регулировать, и, конечно, они не должны быть на тротуарах. Сейчас, наверное, начнут вводить вот эти красные зоны. Да, я слышал, что собираются, потому что уже очень много даже видеосвидетельств того, как это бывает. Ну, вот и солист Маринки у нас разбился. Солист Маринки лежит в больнице, да. Поездка на самокате обернулась трагедией. Мужчина на электросамокате сбил на тротуаре 5-летнюю девочку. Сегодня ночью сразу 2 происшествия с электросамокатами. На данный момент уже доктора докладывают дежурные, что каждые сутки там несколько человек принимают таких пациентов. А с какими травмами чаще всего приходят? Конечно, большинство – это ушибы, какие-то незначительные ссадины, и большинство пациентов после осмотра врачом и консультации уходят домой. Вот. Но бывают и достаточно тяжелые травмы, если это большая скорость, если это ДТП. Я считаю, что проблема в шеринге. Ну, ребят, если вы хотите зарабатывать на этом такие деньги, да, и штрафовать людей на такие деньги за любой там шаг влево, шаг вправо, ну так вы сделаете инфраструктуру какую-то. Надо наращивать дальше инфраструктуру, чтобы там инфраструктура была где ездить, да. Были выделенные полосы, выделенные дорожки. И мы активно работаем с городами над тем, чтобы эта инфраструктура появлялась в городах. И мы со своей стороны делаем дополнительные технические доработки для того, чтобы движение сделать более безопасным. Сейчас очень много столкновений именно за счет того, что просто самокат, ему и там тесно, и там тесно. Это как известная шутка, что ему надо ехать ровно по бордюру, потому что там его согнали автомобилисты, тут его согнали пешеходы. Если посмотреть на международный опыт, например, на регулирование самокатов, которое есть там, в Германии, во Франции, в Америке там, и так далее, да, то ты увидишь, что во многих странах действует прямо прямой запрет на то, что самокаты ездили по тротуарам. И он должен ездить там сугубо по велодорожкам. Там есть велодорожки, и там можно это требовать. А у нас сейчас такая парадоксальная ситуация, да, что вся проблема не в том, что нету инфраструктуры, что законодательство никак не регулирует, а всю проблему пытаются скинуть на самих самокатчиков. Ну, во-первых, надо защитную экипировку использовать. То есть шлем, налокотники, наколенники. Ну, я как врач должен об этом сказать. Почему нету, например, обязательного правила ношения шлемов? Потому что есть проект закона о средствах индивидуальной мобильности, под понятие которых попадает электросамокат.
которые туда же, где гироскутеры, туда же, где моноколеса. гироскутеры, да-да-да, моноколеса, роликовые коньки и так далее. Все это пытаются урегулировать, но, к сожалению, там процесс немножко затянулся. Вот он сейчас ходит, там вот последнее обсуждение было в общественной палате, где пытались эти самокаты приравнять к мопедам, хотя сейчас по ПДД мопедом считается устройство, у которого мощность там, двигателя больше 250 ватт, и которое разгоняется больше 25 км в час. Мы специально эту технику делаем такой, чтобы она больше подходила под понятие велосипеда, да? То есть нужно просто сегодня все вот эти вот средства индивидуальной мобильности, как у нас хотят в законодательство записать, их нужно разделить на какие-то группы, и для всех должны быть регулирования. Для прокатного самоката шлем, конечно, не нужен. Это по желанию, кто хочет, тот носит. Я несколько раз видел, как люди ездят вдвоем и даже втроем. Да-да-да, большая проблема. Мы пытаемся тоже рассказывать, что нельзя, вот там на скутере написано, что это один скутер, один райдер, да, в приложении много где написано. Наша позиция в том, что возраст человека должен быть достаточно сознательный, он должен быть 18 лет, человек должен понимать основы правил. А как вы контролируете, кстати, это? Возраст? Да. Мы при регистрации, у нас есть определенная скоринговая система, с помощью которой мы пытаемся определить. Если мы не определили на этапе регистрации, мы дальше проводим скоринг, анализируем, как пользователь ездит, анализируем другие данные, которые получают с пользователя. Если выявляем аккаунт пользователя, который младше 18 лет, мы этот аккаунт блокируем. То есть паспорт не надо показывать? Паспорт не надо показывать. Нет. Ну, это, во-первых, нету источника для проверки паспорта. Во-вторых, это дополнительные персональные данные. В-третьих, мы делаем такой, все-таки транспорт, да, и когда вы приходите в метро, вы не показываете паспорт. С одной стороны, они хотят, условно, полную анархию, им нужно показывать суперрост, потому что это как бы история про бизнес. И, конечно, им не нужны никакие ограничения, ни личные данные, чтобы ничто им не мешало. С другой стороны, они же прекрасно понимают, да, что если на рынке будет такая вот анархия и дикий запад, да, то их просто всех прихлопнут. Тут, что произошло? Мы пока с Яной записывали интервью, подъехал фургон, стали грузить самокаты. И какие-то люди что-то вокруг засуетились. Оказывается, в день нашей съемки вышло распоряжение губернатора убрать нахрен самокаты с Дворцовой площади, чтобы их тут не было. Я боюсь, что здравые мысли про то, что надо как-то ограничивать и регулировать кикшеринг, приведут к тому, что в Питере Беглов вообще запретит, и все в фургоне. Вот будет фургон, а не шеринг. У нас вот вечно так, знаете. Если мы начали с чем-то бороться, то мы подгоним установку залпового огня и поборем эту раз и навсегда. Давайте честно, уборка не самое приятное занятие. В те нечастые моменты, когда я оказываюсь дома, мне меньше всего хочется тратить время на бытовые хлопоты. Но если уж день Икс настал, то нужно как следует подготовиться, чтобы от процесса получить максимум удовольствия. Признавайтесь, под какую музыку вы любите пылесосить? Под тяжелый рок? Или, может быть, под ambient? А может быть, под техно? Но на самом деле совершенно не важно, под какую музыку вы любите убираться. Главное, каким пылесосом вы в этот момент пользуетесь. Это беспроводной пылесос Philips Speed Pro Max Aqua. Как вы успели заметить, он очень удобный и многофункциональный. Зарядки хватает на 80 минут в обычном режиме и почти на полчаса в режиме турбо. В комплекте идет 2 насадки. Для сухой уборки с LED-подсветкой, чтобы не упустить даже самый мелкий мусор, крошки и пылинки. И для влажной, с резервуаром для воды и моющего средства. В таком режиме можно пылесосить и протирать пол одновременно. А насадку из микрофибры потом легко закинуть в стиралку. А еще беспроводной пылесос Philips легко превращается в ручной. Встроенная щетка и дополнительная насадка для мебели помогут очистить труднодоступные места, до которых вечно не доходят руки. Кстати, и для салона автомобиля отлично подойдет. В общем, все понимают. Чтобы уборка была в радость, приобретайте беспроводной пылесос Philips Speed Pro Max Aqua
и по специальному промокоду от меня получите скидку в 15% при покупке по ссылке в описании. У сервиса любого, шеринг самокатов или чего-то еще, должны быть, и в большинстве случаев бывают, собственно, свои правила поведения, что можно делать и что нельзя делать. И здесь ведь еще важный аспект, что нарушение этих правил, да, и вот все эти вот негативные моменты, о которых вы говорите, они же катастрофическим образом влияют и на репутацию конкретного шеринга, и отрасли также. Вы знаете, что в каршерингах, вот вы автомобилист, автомобилисты очень часто скептически относятся к тем, кто ездит на каршеринге, потому что считают, что как бы отношение к арендованному автомобилю совершенно другое, да, нежели к своему личному. От машины, которая в шеринге, многие стараются в потоке держаться подальше, потому что, ну, есть такое понимание, что машина не своя, человек, в общем, может вытворить что-то менее предсказуемое, чем со своей машиной, он ей не дорожит, и в целом это довольно аварийная история. Ну, смотрите, давайте тут разобьем на две темы. Да? Первая тема, как вы сказали, не свое, не жалко. В начале, когда появлялся каршеринг, действительно, это прям было такой повсеместный тренд. Сейчас каршерингу уже больше 5 лет, да, мы, собственно говоря, 5,5 лет, и каршеринг уже стал супермассовый. Каршерингом пользуешься не только ты, твои друзья, знакомые и так далее. Теперь с точки зрения безопасности на дорогах. Что происходит? Вот мало кто на самом деле задумывается, но каршеринг с точки зрения того, что мы знаем о пользователе и как мы контролируем его передвижение, намного более безопасная история, чем личный автомобиль. Мы же не знаем, кто садится за личным автомобилем, есть у него права, нет у него прав, как он будет себя вести на дороге и так далее. В то время как в каршеринге у нас очень жесткая система верификации клиентов. Мы блокируем клиентов, например, если они очень сильно гоняют. Тебя никогда не заблокируют на личном автомобиле, ты как гоняешь, так и будешь гонять. Вообще в регионах есть запрос на каршеринг? Ну, безусловно. То есть спрос есть, и нам есть это с чем сравнить, так как наш сервис в 2 городах. Но в сравнении с Челябинском, да, в Екатеринбурге все-таки спрос намного выше. Мы знаем, что приходилось иногда машины спецтехникой откуда-то, да, вывозить, вытаскивать из каких-то болот там, и так далее. Да, была такая ситуация. А что была за ситуация, расскажите? Ну, есть клиенты, арендаторы, да, недобросовестные, которые берут автомобиль в аренду и не понимают всей ответственности за данное действие. Ну и, собственно, находясь в алкогольном опьянении или в каком-то веселом угаре, да, так скажем, совершают данные действия. Ну, в данной ситуации, когда автомобиль вытаскивали из болота, они, двигаясь в темное время суток, не увидели поворот, что дорога уходит левее. Это все равно не про каршеринг-сервис, а это про человека, который пользуется, да, и, собственно, так или иначе относится. И он также научается и развивается, допустим. Если вы возьмете и посмотрите на шеринги глазами сервиса, допустим, каршеринга или кикшеринга, шеринга самокатов, что вы увидите? Во-первых, любой каршеринг, я уверен, когда запускался, был огромный процент вандализма, попытки что-то свинтить, украсть, руль, колесо и так далее. Это также уходит постепенно. Мы видим, что каршеринг стал пользоваться спросом у клиентов в возрасте 35+, да, у более такого старшего поколения, и они тоже начали очень активно переключаться на каршеринг, то есть, возможно, переключились с других. У них стало меньше денег? Нет, у них не стало меньше денег на самом деле. Хотя, не знаю, мне сложно говорить. Безусловно, у всех сейчас сложная ситуация с точки зрения экономики, но машины не дешевеют, и обслуживание машин не дешевеет. Если задуматься, да, вот нам говорят, окей, сейчас уже не круто покупать тачку, можно взять тачку в аренду, съездить на дачу, потом ее вернуть. В итоге, если взять там вот, ну, срок там в 3 года, да, и если я там тройку раз в неделю беру эту машину, вот если мы сядем с калькулятором... Это будет выгодней, да. Очень зависит от профиля пользования. Было несколько подсчетов, когда пытались, соответственно, посчитать, сколько километров. Обычно зависит от города, зависит от модели.
но где-то 200 километров в неделю это вот тот порог, когда там становится брать либо такси, либо каршеринг вместо личного автомобиля. Выгоднее. Да, выгоднее. Но это 200 километров в неделю, в смысле, если ты проезжаешь больше. Да. То тогда своя машина. Если меньше, то проще каршеринг. Если ты проезжаешь больше 25-30 тысяч километров в год, то, наверное, да, содержание личного автомобиля тебе становится более выгодно, потому что просто ты очень много его утилизируешь и очень много поездок совершаешь. Но в среднем каждый автомобиль, вот мы тоже проводили исследования, есть международные исследования, 10% времени используется, все остальное время он стоит. Сейчас шеринг — это даже не про передачу там своего, наверное, а про абонемент, старый добрый классический абонемент. Сейчас за все ты платишь постоянно. То есть если раньше ты купил машину, и это был большой платеж, то сейчас все сервисы, от транспорта до квартиры, все стараются перевести на постоянные. То есть тебя подсаживают на крючок, и ты платишь все время. В этом, собственно, и цель. Бизнесу так выгоднее, потому что у тебя стабильные финансовые платежи, и они все стараются обернуть в эту вот обертку шеринга, даже там, где его нету по сути. И то, что сейчас даже большие автокорпорации некоторые начали продавать машины по подписке, да, это тоже про это же. То есть фактически они с тебя возьмут всю ту же самую стоимость. Даже больше, просто частями. Если человек арендует люксовую машину, наверное, одним из условий является, чтобы на ней не было написано, что это каршеринг. На ней не написано, что это каршеринг. Там история просто, она идет дальше, чем каршеринг, да, она идет про то, что ты можешь, что у тебя свой автопарк, по сути, под рукой. Тебе не нужно покупать дорогие автомобили, ты можешь воспользоваться любым автомобилем, это автомобиль по подписке. Когда я могу взять в шеринг дорогой костюм на пару дней, да, могу арендовать на пару дней квартиру или комнату в квартире в Сити, значит, воспользоваться дорогим автомобилем на короткий промежуток времени. Не является ли все это покупкой ложного социального статуса? Ну, вы знаете, это супер философский вопрос. Что такое вообще социальный статус, допустим? Все понимают, что такое социальный статус. Нет, ну, я имею в виду в современном мире, оперируя вот теми индикаторами, допустим, дорогие часы или дорогой мобильный телефон, или квартира, извините, машина, взятая в кредит, все-таки это вещи, которые доступны, ну, конечно, не всем, но довольно значительному количеству человек. Кредиты позволяют это делать. Но если ты купил дорогую машину в кредит, ты повысил свой социальный статус? Мне кажется, что вот с точки зрения социологии само понимание социального статуса сильно трансформируется. И в этом смысле, ну и что? Да, у вас взятая в аренду машина, у вас там взятые в аренду часы, но вы сами-то остаетесь. И значимы, может быть, не столько часы, а то, как вы их используете и что на самом деле вы из себя представляете. То есть маркеры меняются. Ну подождите, это не wishful thinking, потому что все-таки обладание деньгами это, ну, такая очевидная ценность для всех поколений, и для нынешнего тоже. Вот главный, один из главных шоуменов, по которому можно судить о формировании современных там запросов и вкусов, Моргенштерн, да? У него вся эстетика построена вокруг обладания наличными. И там его можно как угодно критиковать, но это важно, всегда было важно, и сейчас важно. Моргенштерна не читал, а вот нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц по экономике уже несколько лет утверждает, что валовый внутренний продукт не самый лучший индикатор оценки успешности стран. И это очень важный момент. И мы видим, как постепенно компании к этому сдвигаются, государства к этому сдвигаются. Посмотрите, если раньше все измеряли, у кого ВВП на душу населения выше, да, это был ключевой показатель. Все экономические форумы, вся повестка была вокруг этого. Сейчас вся повестка вокруг человека, вокруг его mental health, вокруг его состояния, вокруг здоровья, вокруг ситуации с ковидом и так далее. Согласно вашему исследованию, в прошлом году рынок шеринга в России превысил 1 триллион рублей, вырос на 39%, несмотря на пандемию. Но, насколько я понимаю, какие-то части рынка выросли, а какие-то упали. Аренда жилья серьезно упала. Коворкинги, да, то есть шеринг офисов, также приостановился. Сервисы по поиску попуток. Вместе с тем целый ряд сервисов значительно вырос. Допустим, так называемая C2C коммерция, то есть продажа от физлица к клиент к клиенту. Да. От физлица физлицу личных вещей, бывших в употреблении. Вырос многократно, не многократно, а значительно, где-то, если я не ошибаюсь, процентов на 48 за год. Выросла в значительной степени аренда
вещей, в том числе и одежды. Это своп-вечеринка. Здесь обмениваются ненужными вещами. Своп так и переводится, как обмен. Если у вас завалялась какая-то ненужная дрель, если у вас есть какое-то старое покрывало или платье стало безвозвратно мало, все это в чистом и рабочем виде вы можете принести вот в такое место, и ваше барахло удивительным образом обретет вторую жизнь. Взамен вы можете себе найти что-нибудь, что нужно вам сейчас в данный конкретный момент. Я никогда не была на своп-вечеринке, и мне очень интересно, как все это работает. Давайте пройдем и посмотрим. Вообще, своп – это про экономию денег, экологичность или это такой комьюнити особо идейных людей? Это, скорее всего, микс всего того, что вы перечислили, потому что за фиксированную стоимость вы получаете не только обмен вещей, то есть это разумное потребление. Также вы можете вкусно покушать, познакомиться с новыми людьми и классно провести время за небольшую стоимость. Вот я выбрала вот этот пиджак. Я давно хотела вообще, на самом деле, пиджак. Тут так совпало, что он подошел. Сейчас меряем. Вот так. Реально возьмешь домой его? Да, думаю, да. Мне кажется, верхнюю одежду можно спокойно взять. Футболки, какие-нибудь пиджаки. Нижнюю одежду я бы не стала брать, конечно, или там носки, шляпы. А вот скажите, пожалуйста, по тому, как вырос этот сегмент шеринга, мы можем говорить о том, что у людей становится меньше денег, и они экономят за счет того, что пользуются бэушным? Откровенно не вижу связи. Я бы сказал, что шеринг растет просто вслед за эволюцией потребителя, который здраво взвешивает свои потребности, экономические возможности, ну и хочет быть мобильным. Вот, допустим, интересный пример, хоть и не из российской реальности, H&M в Великобритании заявил о том, что сейчас будет сдавать в бесплатную аренду или шеринг темно-синие костюмы на 2 суток, да, потому что, понимая, что большинство из этих костюмов нужны 1 или 2 раза, чтобы сходить на собеседование. Ты можешь взять, использовать и вернуть в течение 2 дней. Но это у них, а у нас... Да, это у них. Я думаю, такой же сервис придет и к нам, на самом деле, потому что это лояльность потребителя, да, и шеринг, по сути, в современном виде, это такой бизнес, основанный на создании сообществ, где очень часто само сообщество генерирует и спрос, и предложение, да, условно говоря, вам нужно починить стиральную машину, а я умею это чинить, да, платформа нас соединяет, использует возможности геолокации, вы живете на этой станции метро, и я. То есть получается, что шеринг — это, в общем-то, все то же самое, что и было, но только вместо комиссионного магазина, который был посредником между продавцом и покупателем и продавал те же самые бэушные вещи, сейчас совершенно понятно цифровая платформа, которая все это делает быстрее и... Я бы сказал, во-первых, быстрее, во-вторых, безопасней. Вы, мне кажется, слегка недооцениваете важность вот этого цифрового компонента, а именно геолокация и возможность общения через там, чат, мессенджер и так далее, потому что именно это делает гораздо удобнее сервис и продвигает тему, в принципе, ценность мобильности. Один из самых, пожалуй, показательных примеров превращения привычного всем совместного использования в шеринг с помощью цифрового элемента — это коливинги. Один из таких есть как раз вот в этом доме на Цветном бульваре. Мы когда о коливингах узнали, подумали, ну, фактически это старая добрая коммуналка. Ну, просто с новым и модным названием. Это Злата, собственно, которая живет здесь с 3 еще парнями. Там за кадром Дима, он не пожелал нам ничего говорить. Там еще Ваня. Так, ну у нас здесь ванная, туалет. И у нас здесь 4 комнаты. Так, а нужно прям заходить пока? Ну, можем зайти, да. Я не знаю, это можно? А как вообще, если ты хочешь зайти к Ване в комнату, ну, как ты себя ведешь обычно? Я не захожу обычно никому в комнату. Почему? Ну, потому что у меня есть своя. Ну, нам рассказывали, что в коливинге все вроде как дружны. Но это же не значит, что я должна заходить в комнату. Ваня, привет. Можно нам войти в твою комнату? А почему именно здесь? Почему именно это
квартира, почему этот коливинг? Ну, этот коливинг, потому что понравилась эта квартира. В целом это центр, то есть тут везде удобно. Здесь достаточно высокие потолки, тут много пространства, тут, ну и правда хорошие комнаты. То есть нет такого, что, допустим, там небольшая комнатушка, в которой там в которой максимум там кровать помещается и все. Комнаты стоят дешевле, чем снимать квартиру, они все укомплектованы, и в целом ты живешь с классными ребятами, молодыми, там, выпускниками или, ну, разных профессий примерно по интересам похожи. Слушай, ну это же по сути получается коммуналка. Ну, в некотором формате. Ну, нет. Очень многие так говорят, что это современная коммуналка, но коммуналки все-таки люди... Те коммуналки, которые я видела, петербургские, и я слышала про московские, там люди, они очень враждебно друг к другу относятся, потому что как бы каждый ухаживает только за своей комнатой. Если вы посмотрите откроете Циан, посмотрите коммуналки, комнаты в Питере, вы увидите, что комнаты там могут быть с классным ремонтом, с мебелью, но ты выходишь в коридор, он просто в ужасном состоянии, туалет в ужасном состоянии, ну, санузлы и вообще общие зоны. Это Виктор. Добрый это Питер, разумеется, где еще найти коммуналки в центре. Значит, Виктор принципиально живет в коммунальной квартире. При том, что ты вырос здесь же, в Питере, в спальном районе, у тебя там у родителей квартира. Да, это скорее осознанный выбор, я бы сказал. Вот, смотри. Соответственно, мне умные люди объясняли, чем коливинг отличается от коммунальной квартиры. В коммуналке жили не потому, что хотелось, потому что по-другому нельзя было. Но у тебя получается, что ты принципиально не хочешь снимать себе отдельную квартиру? Нет, здесь все-таки дело в том, что не отдельная квартира, а дело в том, что какая инфраструктура, какие условия, есть ли какая-то эстетическая составляющая, связанная с квартирой, ну, то, что мы рассматриваем, там, как красивый вид, красивый интерьер, хорошая планировка. Так это дореволюционный дом? Да, 1912 года. И для меня, как для экскурсовода, тоже было важно жить, ну, не в какой-то банальной панельке, тем более в Девяткино, а снимать что-нибудь такое близкое к моей профессии и близкое, соответственно, к истории. Налево. Прекрасно. Настоящий питерский колодец. Приготовьтесь. А дверь настоящая? Да, дверь старая. Посмотри сюда. Люди эти умерли уже лет 30 назад. Видишь? Звонить логин. Сейчас будет небольшой культурный шок. Прошу. Ого. Слушай, расскажи, это же вот остатки... Это все дореволюционные старинные панели, причем с настоящими полочками для шляп. А сколько всего здесь комнат? Парадных или именно всего сейчас? В квартире. Ну, сейчас где-то 12, по-моему. То есть чувак жил в 12-комнатной квартире? Ну, он, наверное, жил в парадной части, в остальной все-таки размещалась прислуга. Тут все-таки была и кухарка, и швейцар. Да. А сейчас здесь сколько осталось? Ну, человек, наверное, 9 живет. Скажи, чисто бытовой вопрос. То есть ты приглашаешь гостей к себе? Ну, конечно, да, конечно, приглашаю. И, соответственно, вы сидите здесь и должны там после 10-11 тихо, чтобы бабуля за стенкой. Не совсем. У нас же не живут постоянно пенсионеры, к счастью. У нас молодая среда, и мы просто там можем написать в наш телеграм-чат или куда-то еще, что, ребята, у нас сегодня там... А у вас есть рождения. чат квартиры, да, у нас есть квартирный чат, там обсуждаются вопросы, так сказать, многие. Вот так вот эстетика великой коммунальной советской жизни сошлась с современной технологической эпохой. Чат коммунальной квартиры. Самая стереотипная проблема уживания девушки там с какими-то парнями, это не должна просить их там опускать стульчак или что-нибудь в таком духе, да? Ни разу не просила. Как у вас устроена иерархия, кто главенствует, да, кто имеет право там на санузел первый по утрам, потому что все же работают обычно, нет? Или у вас такого нет? Да мне кажется, что у нас свободный график, у нас нет такого, кто раньше зашел. Мы можем вот поинтересоваться, если кому-то срочно нужно, мы можем уступить. Очередь в туалет бывает? Нет. Такого у нас не встречается. Нет? Максимум ванну, но максимум один человек. То есть такого, чтобы стояла какая-то толпа. То, что вот там, условно, у Зощенко описано, как люди стоят в майках-алкоголичках, как я это представляю, с полотенцем через плечо в очереди, там стучат. Дело в том, что стоит помнить, что в советские времена люди как-то были, что ли, больше привязаны к конкретному времени работы. А мы, как принято сейчас говорить, там многие фрилансеры, еще что-то. То есть каждый, в общем-то... В принципе, больше было по количеству, семьями же жили, а у вас по одному.
А ты же здесь снимаешь одну комнату, да? Да, я снимаю одну комнату. За сколько, если не секрет? Да не секрет, 15 тысяч. Это средняя стоимость, наверное, комнаты в Петербурге. Да, но я так посмотрел, что, в принципе, за 20-25 уже можно снять однокомнатную квартиру. Вопрос где? Здесь не снимешь? Нет, здесь, конечно, нет. Петроградский район, это район довольно дорогой. За сколько вы снимаете здесь? 35? 40? Ну, около того, да. Почему здесь именно конкретно можно было за 40 отличную квартиру, там, однушку найти было где-то чуть Я подальше? могу ответить. Можно я отвечу? Ну, во-первых, мне ближе добираться до работы. И мне нравится, что я живу в красивом доме. На меня это влияет. Мне нравится, что я выхожу на красивый бульвар, что мне не нужно ехать там на метро. Я правильно понимаю, что если бы у вас были средства на то, чтобы снимать отдельную квартиру в центре, вот здесь же, допустим, в этом же доме, вы бы все-таки выбрали жить одни, чем в коливинге? Думаю, да. Можно я еще немного побуду скептиком и предположу, что, может быть, дело просто в том, что люди хотят естественным образом сэкономить денег, особенно в периоды спадов и экономических неурядиц, как сейчас. И когда у них, когда и если люди выходят из этих спадов, и у них появляется больше денег, чем было до этого, они все равно поедут жить в хороший отель, а не искать квартиру в Airbnb. Они купят себе, наверное, машину в личное пользование, особенно после ковида. Они будут пользоваться каршерингом. Разве нет? Я бы здесь, как маркетолог, не объединял бы всех людей под одну гребенку. Да, будут люди, которые захотят после ковида оторваться. Да? И мы знаем, что во время, например, кризисов первое, что делают люди, это вкладывают все бумажки в что-то ощутимое. Да? Тот, кто мог купить себе там Rolls-Royce, покупает Rolls-Royce, кто мог купить себе Mercedes, покупает Mercedes и так далее. Это человеческое свойство. Но одновременно мы видим, как у современного поколения они же очень разные. И вот эта экономика совместного потребления, завершая экономическую историю, да, позволяет действительно хорошо экономить. Почему бы нет? Что в этом плохого? Мне кажется, что это классный тренд. Но есть, ряд рисков, и, есть традиционные компании, которые вкладывали, вот вы упомянули Airbnb, да? Они же очень быстро, хотя до этого, конечно, много старались, но они очень быстро стали вытеснять современные отели. Наш друг Юнис из отеля «Гельвеция» в Питере, ты мне рассказывал прекрасную историю недавно, как году в 17-м или даже раньше у тебя здесь сидел Павел Дуров. Да. И говорил, что хана вашему бизнесу, Airbnb все собьет, потому что шеринг-экономика – это будущее, вы отомрете. Да, да. Почему этого не произошло? Я считаю, что время расставляет все на свои места, и мы действительно с Airbnb не являемся никакими прямыми конкурентами. То есть я имею в виду отрасль гостиничная. Почему? Потому что мы про сервис. Мы не про площадь, а мы про сервис. Мы понимаем, что наши постояльцы, они имеют огромную линейку выбора. То есть у нас конкуренция огромная среди нашего же вида, нашего же сорта гостиниц. Постоялец ситуативно выбирает либо Airbnb, либо гостиницу. Это как поезд и самолет. Я люблю это сравнение, потому что если я еду в Выборг, меня самолет не спасет. Да? А если я лечу в Нью-Йорк, то мне поезд не поможет. То есть если я приезжаю с семьей куда-то на Ривьеру, да, и мне нужно, там, не знаю, тетя, мама, папа, собака и так далее, дети, конечно, я, скорее всего, буду выбирать как раз сектор Airbnb, то есть я буду выбирать аренду именно там виллы, дома, квартиры и так далее. Потому что, что я буду этаж в отеле снимать? Нет. Если же я приезжаю на романтик с женой, на 1-2 ночи. Для меня сервисная составляющая играет определяющую роль. Смотри, ты во время самоизоляции предлагал услугу номер для самоизоляции. Да. И вот я знаю, что она пользовалась спросом. А вот объясни, ты ее продавал номер там условно за 60 тысяч. За эти же деньги можно было снять квартиру и в ней тоже здесь проводить самоизоляцию. Почему это как раз мы и говорим. А почему? Потому что мы фактически людям предоставляли пакет. Мы вот за эти деньги давали то, что обычно стоит дорого, сервисная составляющая. Мы говорили, что, друзья, у вас вот как раз по цене аренды обычной квартиры у вас есть возможность получить сервис бесплатно. Выбирайте. Вот вы можете сами себе застилать кровать где-то в квартире, сами убирать эту квартиру или кого-то искать, или за вас все это сделают всего лишь за 60 тысяч рублей. Но с потерей площади, потому что в любом случае отельный номер, он меньше. То есть вот здесь как раз вот этот пример очень хорошо демонстрирует, что такое отель. Это прежде всего некий пакет, включающий в себя сервисную составляющую, настроение, мечта, удовольствие. Вот это все мы продаем, вот это и есть наш бизнес.
экономика впечатлений, это экономический термин, это очень большая история. Она тоже поддерживает экономику совместного потребления. Очень много людей скажут: слава богу, есть такая возможность, я хочу посмотреть мир. Почему бы нет? И экономика совместного потребления позволяет это сделать безопасно, позволяет это сделать быстро, позволяет это сделать оперативно. И еще со вкладом в окружающую среду или в возможность для проявления социальной ответственности. В Бразилии, например, повар делает фудшеринг. Да? То есть он, съездив в фавелы, посмотрел, как там все плохо, посмотрел в ресторанах, сколько всего выкидывается нормального, и стал из вот этих вот продуктов, которые уже никому не нужны, делать классные рецепты. Разошлось по всему миру. Я забираю еду здесь. Во-первых, мне советовала эта супруга, она нашла эту штуковину. И во-вторых, у нас в доме просто соседка слабоходящая. Почему бы нет, ей привезти это все дело вкусняшек. Я пришла забирать еду здесь, потому что я отношусь к осознанному потреблению еды. Я люблю потреблять хлеб, а также хочу сохранить экологию. Мы договариваемся с коллективами, которые связаны с едой, так или иначе. Мы работаем со всеми коллективами, от кафе до столовых. Либо они сами приходят к нам и предлагают свою еду, которую они не могут продать в конце дня. А почему вы не называете вот эти организации, которые дают вам еду? Это же модно, это зеленое движение, экологические. Некоторые организации соглашаются на это, а некоторые нет, потому что наше законодательство не очень благоволит такой вот публичности. Очень долго боремся за то, чтобы закон, наконец, как-то изменился в нашу лучшую сторону, потому что, например, нам не могут отдавать магазины. Кафе еще как-то крутится, а магазины, у них совсем все строго. Важное пояснение. Из всех видов шеринга самый зарегулированный, практически запрещенный в России – это фудшеринг. Согласно федеральным законам, торговые сети, вообще торговые точки не могут отдавать продукты с истекшим сроком годности или поврежденные, например, фрукты с продавленными боками, даже бесплатно никому, потому что они считаются уже небезопасными. И таким образом продукты с истекшим сроком годности могут уйти только на свалку. В принципе, торговые сети могут отдать продукты, где срок годности истечет вот-вот, через час, через два, и многие готовы это делать. Но по российским законам такая отдача, даже бесплатная, тем более продажа с 95% скидкой, приравнивается, собственно, к продаже, и продавец платит полный пакет налогов. До 40% это и налог с продаж, и НДС. Поэтому торговым сетям, которые и так платят большие деньги за утилизацию, им проще вообще не связываться с этой историей, не рисковать лишними встречами с Роспотребнадзором и просто все это выкинуть. То есть прямой фудшеринг, который действует во многих зарубежных странах, в России в нынешней законодательной ситуации невозможен. Самый понятный и простой путь, и самый эффективный на самом деле с точки зрения экологии, это сделать так, чтобы этот продукт был использован по назначению. С растительными пищевыми продуктами, чтобы они были съедены, если не могут быть съедены человеком, они могут быть съедены животными. У нас большая проблема, например, где это актуально. Очень большое количество приютов для бездомных животных, которых надо чем-то кормить. Это большие издержки на местные бюджеты. И регионами это очень востребовано, но пока мы не можем передавать продукты с истекшим сроком годности. В целом, если упаковка повреждена и продукт утрачивает свои потребительские свойства, в кавычках, говорю, это что по законодательству. Да, по законодательству. То есть мы не можем продавать его, то он списывается и становится отходом. Согласно нашим расчетам, в России ежегодно на этапе потребления в домохозяйствах и на этапе розницы теряется, то есть превращается в отходы порядка 17 миллионов тонн еды. У нас идут основные отдельные бюджетные деньги на то, чтобы помогать людям, собственно, закупать продукты питания. И вместе с тем такой огромный объем еды просто нерационально исходуется. Да? И вместо того, чтобы предотвратить отходообразование, мы с вами, собственно, обсуждаем, насколько это сохранно, хорошо и так далее. Рудольф Ан создал приложение «Съешь меня», «Eat Me». Это приложение, если я правильно понимаю, позволяет
с большой-большой скидкой получить еду из ресторана уже когда она почти что должна быть выкинута в конце дня. Да, ну не всегда то, что уже должно быть выкинуто, да, это может быть абсолютно нормальная еда, которая просто приготовлена слишком много. Вот. И чтобы ресторану, ну, чтобы она не оставалась, да, чтобы не предлагать своим гостям вот то, что залежалось, а приготовить свежее, потому что все-таки они платят полную стоимость, мы им предлагаем это продать со скидкой. А рестораны ведь не все охотно идут с вами на сотрудничество? Не все. Почему? Несколько моментов. Первое – это они не знают, что они выбрасывают, соответственно, они не увидят себя этой проблемы. Второе – это они не хотят быть первыми, потому что, ну, по-настоящему мы сейчас вот такие вот сервисы, да, по шерингу, по спасению еды, мы не охватываем даже 1% рынка. Это очень мало по-настоящему. И, соответственно, когда мы говорим какому-нибудь ресторану, там, хорошему ресторану, знаменитому, да, с именем, они говорят, ну, идея крутая, но мы не хотим быть первыми. Давайте вот подключите там пару тысяч ресторанов, кого-нибудь известного, и тогда мы к вам придем. Скажите, пожалуйста, а вы как посредник зарабатываете на ком? На клиенте или на ресторане? Кто на ресторане. Ресторан платит процент, да? Нет, у нас изначально была комиссия, но мы от нее отказались. Проблема была в том, что когда ресторан, например, делает скидку 50% и еще платит нам комиссию 20-25%, он уходит в минус. Поэтому у нас сейчас подписка. 599 рублей в месяц за один ресторан. Знаете, где у вас тут слабое звено? Я вам скажу. Тоже, где у Airbnb. То есть, почему Airbnb не победил отели? Потому что человек, который заселяется в отель, он покупает сервис, а не просто комнату. И в ресторан мы идем не просто, чтобы поесть, да? Мы идем, ну, чтобы сервис обслужили, там, подбежали, налили. И поэтому там, когда мы оцениваем ресторан, то, как работают официанты и хостес, это, ну, так же важно, как и еда, да? В вашем сервисе нету всей этой истории. То есть, на самом деле, в вы от ресторана оставляете, ну, только часть. Ну да, но в некоторых местах есть. По-настоящему некоторые рестораны, они разрешают нашим пользователям остаться в ресторане поесть. Потому что если это там последние, скажем так, минут 30 работы ресторана, то посетителей уже нет, у них есть свободные столики, и почему бы... Для них это возможность, надежда на то, что вы еще что-то дополнительно купите. У нас же преимущество в том, что в любом городе, даже там населением 50 тысяч, есть рестораны, да, и у них все равно остается еда. И в маленьких городах спасти еду намного проще. Например, в Москве сложно, потому что я не поеду никуда, там, да, там, час ехать, чтобы спасти какой-то пирожок. А когда я в маленьком городе, я прыгну на велосипед, быстренько сгоняю, 5-10 минут, и все, у меня уже этот пирожок. Вы называете это «спасти еду». Спасти еду. Красиво звучит. Александр, у вас есть квартира в Москве в собственности? Да. А вы бы согласились от нее отказаться и жить в съемных квартирах, чтобы поддержать развитие шеринг-экономики? Чтобы поддержать развитие шеринг-экономики, нет. А при определенных условиях, да. При каких? Это личный вопрос. Я лично, у меня другая история. У меня там есть семья и дети, поэтому мне нужен свой дом. Детям нужен дом, как я считаю. Да? Но когда я был моложе лет на 10, да, мне было нормально жить совершенно в квартире, которую я снимал. А вы сами пользуетесь каршерингом или, может быть, самокатом электро? У меня свой самокат. Свой личный? Да, свой личный. Каршерингом я пользуюсь, да, когда путешествую. Вот. Но другими сервисами, вот именно шерингом, фудшерингом я вот пользуюсь вот только вот со своими друзьями, знакомыми, там, соседями, например. Ну, я не забираю еду, я ее чаще всего отдаю. Я часто езжу на каршеринге и часто езжу на самокатах. Я отказался, кстати, от личного автомобиля. Как раз, когда начал развиваться каршеринг, я понял, что мне теперь машина своя не нужна. Мне гораздо удобнее, когда я могу просто вот пользоваться. У меня пол шкафа – это одежда именно из секонд-хенда. У меня есть советские спортивные куртки, там, сделанные в Болгарии там, каких-то 80-х годов. У меня, в принципе, есть на что деньги потратить. Мне не нужно, так сказать, покупать много брендовой одежды. В целом, тебе кажется, что вот эта система социальной оценки по машине, жилью, там, по костюму, она устарела или нет? Ну, конечно, она устарела. Билл Гейтс же, он ходит в какой-то рубашке пола обычно, он миллиардер. То есть это у нас в России посмотрят, скажут, там некоторые, какой-то ботаник пришел в Макдональдс, а там это Билл Гейтс. Я думаю, что люди, они должны быть свободны от вот этих вот, таких обстоятельств, от вот этих вот вещей, там, дорогие часы, там, еще что-то. Много есть разных целей хороших, на которые можно потратить деньги, и совершенно не надо, там, соответственно, думать, что какая-то машина сделает там твою личность лучше или одежда дорогая. Вот, собственно, и все.
Ну вот, друзья, как обычно, все выводы у нас на канале вы делаете сами. Мне, возможно, парадоксальная мысль пришла в голову, что ведь, вы знаете, все в истории ходит по спирали, и вот вся эта история с шерингом, которую мы сейчас наблюдаем, это фактически возврат к старым добрым социалистическим идеям. Если посмотреть, что было в начале 20 века, то вот эти идеи общего всего, кухонь, квартир, жизни, в целом коммуны, эти идеи были очень популярны. Ну и мы помним, чем все закончилось. Все плохо закончилось. В итоге появилось, наоборот, самое страшное тоталитарное государство в нашей истории, и никакой коммуны не вышло. Сейчас, к счастью, у шеринга есть экономические, а не идеологические причины, по которым он появился. И, по крайней мере, шеринг к тоталитаризму в России не ведет. Уже хорошая новость, согласитесь. А к чему он ведет? Ну, мне кажется, что, конечно, во-первых, к ответственности. К нашей большей ответственности, как потребителей, которые приучаются к тому, что нужно к вещам и продуктам, которые мы шерим, относиться ответственно. К большей ответственности государство подталкивается, что нужно быстро принимать необходимые законы под новые виды рынков, вот, например, самокатов, потому что иначе люди просто падают и бьются и не понимают, где им ездить. Ну и в целом это нас приучает думать головой, потому что ведь вы уже, наверное, поняли из этого выпуска, что не все то шеринг, что называется шерингом, не все то выгодно, что называется шерингом. Нужно считать, просто даже с калькулятором, и думать, выгодно или нет. Нужно мне зашерить или мне нужно взять долгосрочную или краткосрочную аренду, например. Ну и последнее, что я хотел сказать, это мое личное наблюдение. Вот прежде чем садиться, вставать на электросамокат, хотя уже я видел, есть с сидушками, вообще дурацки выглядит, все-таки изучите, как он едет. Пока они там принимают регулирование, мы продолжаем падать. Вчера на моих глазах чувак упал и разбился очень сильно. Я считаю, что обязательно средство защиты, по крайней мере, шлем нужен. И вдвоем, втроем ездить, ну это тупость, друзья мои. Потому что нет ничего важнее здоровья, даже в эпоху шеринг-экономики, которую мы все, конечно, очень любим и поддерживаем, потому что это то, что движет нас вперед. Ну и про здоровье не забывайте. Это редакция. Комменты, лайки туда. Не забывайте подписываться на канал. Скоро увидимся.